Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости о певце Михаиле Шуфутинском и последние новости о организации Никиты Михалкова. Сегодня утром из следственного изолятора города Москвы поступили трагические новости о известном певце-шансонье Михаиле Шуфутинском, который находился там определенное время по обвинению в смерти своей супруги, модели и танцовщицы Светланы Юразовой. Чрезвычайное событие произошло еще 2 месяца назад. После музыкального концерта в гримерке Михаил Шуфутинский застал свою супругу Светлану Юразову в компании молодого российского певца по имени Данис. Не выдержав увиденной сцены ревности, Михаил Захарович не справился с эмоциями и лишил жизни свою супругу и молодого российского певца с помощью огнестрельного оружия, которое он взял у своей охраны. Михаил Захарович долгое время находился в следственном изоляторе, однако позже был отпущен под домашний арест в связи с резким ухудшением здоровья и решением суда, что преступление было совершено в состоянии аффекта. Однако родственники погибших молодого певца по имени Данис и Светланы Юразовой добились пересмотра дела, и Михаил Захарович вновь оказался в следственном изоляторе. Первое заседание суда было назначено на 1 октября текущего года, однако накануне вечером произошло чрезвычайное событие с трагическими последствиями. У Михаила Захаровича много поклонников среди криминальных авторитетов. Им нравится творчество Михаила Шуфутинского, и они решили помочь совершить побег любимому певцу. Стало известно, что вчера вечером в Москве во время следственного эксперимента в Московском концертном зале, где и произошло преступление, несколько незнакомцев попытались помочь Михаилу Шуфутинскому совершить побег. Однако все закончилось весьма печально. По словам органов полиции, попытка побега Михаила Шуфутинского была организована не очень хорошо, в результате чего весь замысел провалился. Все преступники были задержаны, а 2 из них получили тяжелые ранения. К сожалению, пострадал и Михаил Захарович Шуфутинский. Он получил 2 огнестрельных ранения в область лопатки и правой ноги и на данный момент находится в реанимации Московской больницы. По словам сотрудников Следственного комитета города Москвы, попытка побега Михаила Шуфутинского из следственного изолятора может закончиться увеличением уголовного срока, а ведь изначально Михаил Захарович мог отделаться условным наказанием. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Министр обороны Российской Федерации и заместитель антикоррупционного комитета Андрей Белоусов полностью восстановился после попытки покушения и похищения, которое произошло несколько дней назад в Белгородской области. Андрей Ремович чувствует себя хорошо и уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей. К сожалению, пока нет обнадеживающих новостей о пропавших членах антикоррупционного комитета, которое произошло при нападении на поезд Барнаул-Москва. Пропали актриса Ирина Муравьева, Руслан Байсаров и тяжело больной Дени Байсаров. Все артисты уже были объявлены во всероссийский розыск, и поиск артистов ведется уже 2-ю неделю. Состояние членов антикоррупционного комитета Ирины Аллегровой и Ларисы Удовиченко значительно улучшилось. Лариса Ивановна уже скоро выпишется из больницы, а Ирину Аллегрову перевели из реанимации в общую палату. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагическую новость из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня на 88-м году жизни скончался легендарный французский актер Ален Делон. К сожалению, еще одна трагическая новость. Сегодня утром на Камчатке во время мощного землетрясения серьезно пострадал офис местного филиала антикоррупционного комитета. По некоторым данным, погибло 3 человека. Все они артисты местного драматического театра.
В Москве при трагических и загадочных обстоятельствах в результате несчастного случая погибла известная российская артистка Малого театра 37-летняя Екатерина Васильева. У Екатерины Васильевой остался супруг и маленький ребенок. Актриса известна широкому зрителю по таким фильмам, как «Бесприданница», «След», «Выжить после», «Особый случай» и многие другие. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.